До 4 февраля я вообще ничего не знала о Kingdom Come, но с первых же кадров я влюбилась в ее мир, персонажей и жизнь. 2 недели я не выходила из игры, я могла сидеть по 14 часов за компьютером и не вставать. Я до сих пор в неописуемом восторге. Наконец-то появилась живая игра о живых людях от живых людей. Я много смеялась в игре, сопереживала, общалась, тревожилась и просто чувствовала. Are you yanking my pizzle? Игра великолепная. Она завлекает как отличное кино, хотя совсем им не является. Момент, когда я ее открыла, был праздник. Меня зацепила душа сценария. А я очень большой сакер на хорошие истории. Я не играла в первый Kingdom Come, когда она вышла, однако пролог второй части настолько отлично сделан, что мне захотелось узнать, что было в начале истории. Я поиграла в обе части, и мне есть что сказать. KCD по-настоящему незаурядная и выдающаяся, особенно на фоне других игр, которые сделаны... непонятно, ради чего они сделаны, если честно, потому что ни один из этих тайтлов 2024 года не заставляет меня захотеть их купить. Первые 2 недели после релиза KCD 2 приобрело 2 миллиона человек, и я желаю ей еще больше продаж. Я хочу поддерживать и продвигать такие игры, потому что они являются настоящими произведениями игрового искусства. Но, как и любое искусство, KCD оказалось не для всех. Еще до релиза KCD 2 оказался обвинен и замешан в скандалах, связанных с инклюзивностью. Вот этот пост, например, очень смешной. В игре есть непропускаемая гомосексуальная сцена, из-за которой эту игру запретили в Саудовской Аравии. Или «Вы помогаете горожанке сбежать с чернокожим торговцем, а чернокожих людей в средние века в Богемии не было». Или вот блогер Джон Де Ля Рос пишет: Kingdom Come Deliverance 2 — одно из самых больших оскорблений геймеров и христиан за последние годы. Все дело в попытке стать woke, продвигать DEI и лгать геймерам. Если бы я была чуть менее погружена в контекст, я бы, может быть, и согласилась с этим Джоном, потому что меня саму бесит, когда в кино или игры добавляют что-то ради того, чтобы оно там просто было. Однако здесь есть очень тонкая, но понятная грань, когда можно и нужно что-то добавлять, а когда нет. Об этой грани я расскажу в кульминации видео и покажу на примере, почему Kingdom Come можно добавлять квир-персонажей и черных, а другим нет. Kingdom Come позиционирует себя как исторически достоверную игру. Я бы сказала, крайне достоверную. И первая KCD тоже столкнулась с хейтом. Когда она вышла, тут же нашлись историки, которые утверждали, что, например, половцы в игре показаны неправильно, и что игра вообще пропагандирует мысль «Чехия для чехов». Одним не хватает инклюзивности в первой игре, другим инклюзивность отвратительного во второй. Мне интересно, что вы думаете об этих обвинениях, мои дорогие зрители? Напишите в комментариях. Лично мне любой скандал на тему инклюзивности кажется тупым, скажу честно. Слишком тупым, чтобы вообще его обсуждать в контексте игры такого масштаба, как Kingdom Come. Фильмы и игры сделаны для критиков, а не для игроков и зрителей кино. Эту фразу как-то сказал создатель KCD Даниэль Вавра. И тут он, к сожалению, прав. Меня зовут Маджора, и в этом видео я расскажу, почему Kingdom Come вызвала такой огромный скандал, почему она на самом деле является произведением искусства, и расскажу свою личную историю, связанную с этой игрой, которая началась в 2004 году. Выходит средневековая игра от создателя «Мафии». Для меня достаточно было этого объяснения от моего админа, чтобы поиграть в KCD. Имя Даниэля Вавры и есть причина, по которой я вообще посмотрела, что такое этот Kingdom Come. В 2004 году Вавра стал для меня очень важным человеком. Мне было 7 лет, и у меня был старый компьютер Vaio. Кто помнит такие компьютеры, лайк. Так вот, на этом компьютере было 3 игры. Hitman, который меня особо не вкатил, Сибирия, которую я проходила ужасно медленно из-за своего плохого английского, и Mafia: The City of Lost Heaven. Так вот, в Мафию я играла без конца. Она тоже была на английском, как Сибирия, была довольно жестокой, как Hitman, но именно в Мафии я осталась на долгие месяцы. Все потому, что меня зацепила история, которую я понимала даже без хорошего знания языка. Она была так написана и так показана, что мне хотелось жить в этом городе и быть Томми Анджело по полной. Я чувствовала эту игру всем сердцем. Именно пройдя Мафию в детстве, я поняла, что тоже хочу писать такие истории. Собственно, благодаря Вавре и его Мафии я и пошла учиться на сценариста и кинодела, когда подросла. Вавра также сделал и вторую Мафию, за которую я ему также благодарна. Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь — получишь 10. Потеряешь или сломаешь чего — получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Его сценарии ощущаются по-другому. Они самобытные, атмосферные, а главное, они живые. Это совсем не ширпотребный продукт. Знаете, очень сложно объяснить словами, чем именно меня так вдохновила «Мафия». Она какая-то очень человеческая. Это как с любимым автором. Неважно даже, о чем пишет этот автор, но Набокова я обожаю всей душой. Его слог, его видение, его фокус внимания. А работы других великолепных авторов, просто не мое. Головой я могу осознать гениальность Джека Лондона, например. Но мир я
чувствую совсем не так, как он. KCD имеет всю эту вавровскую энергетику. И с этой игрой Дэн снова становится для меня примером классного творческого человека. С того же детства меня задевало, когда в интернете писали «мафия скучная, там постоянно надо куда-то ездить». Когда я видела такие отзывы, я начинала понимать, что не все, видимо, чувствуют хорошие истории, и не все реально любят глубокие игры. О каких долгих поездках на машине может идти речь, когда у главного героя такая драма внутри? Куда вы вообще смотрите? На обложку или на книгу? Узнав, как Вавра делал первую KCD, я поняла, что не нужно бояться быть собой, а делать так, как ты хочешь, знаешь и умеешь. Забив на все. Это для меня про творческую смелость. В одной из своих презентаций Даниэль Вавра говорит о том, почему он вообще решил сделать игру, основанную на реальной истории. Да и к тому же про Чехию, а не про Францию, Англию или Германию, о которых в современном мире намного больше известно. Если что, это все не мои слова, я не пытаюсь унизить Чехию, это цитата Вавры. Естественно, Чехию я обожаю. Так вот, он говорит: «Я не знал, будет ли людям интересна игра про Чехию. Многие видят ее как бывшую социалистическую страну со странной культурой, о которой никто никогда не слышал. У многих чехов есть комплекс, что о них никто не знает». После долгих раздумий Вавра пришел к ответу: свобода. Надо просто делать. Ведь никто не знал великих актеров, пока с ними не сняли фильм. И никто не знает о Чехии в мире, потому что пока никто ничего не создал про нее для западного рынка. Надо просто попробовать и сделать. Кстати, бюджет для KCD-1 был собран на Кикстартере. Как вам такое? Одно это уже смелый и нестандартный поступок. Во второй KCD чувствуется, что авторам, в принципе, все равно на принятые стандарты. Они сделали свою игру как хотели и как видели. Работали не на отвали и не только ради денег. И на выходе получилось настоящее качественное произведение, в котором ощущается и уважение к игрокам, и к самим себе, как к создателям. Игра и правда со мной общается по-настоящему, а не по инструкции. Я чувствую себя важной и услышанной как игрок. KCD со мной шутит, пугает меня, удивляет, дает свободу, дает сложные выборы. Она не ведет меня за ручку по сюжету, как будто я 5-летний ребенок. Надо ли говорить, что даже сами актеры любят свою игру? Я не думаю, что их посты — это чистый маркетинг. От этой игры реально сложно не фанатеть искренне. KCD сделана для умных, нормальных людей, которые умеют делать свой выбор и веселиться. История в игре оживает благодаря отсутствию привычной цензуры в контенте. У нас здесь есть мат, секс, выпивка, оружие. И от нас это все не прячут, как от детей малых. У каждого NPC есть свое расписание дня и свои интересные занятия. Вавра говорил, что гордится каждым своим персонажем, и у него не существует ленивых сюжетных отписок даже для самых маленьких NPC. Мир KCD активно живет сам по себе. Люди не стоят колом на одной точке и не машут вам рукой, как только вы к ним приближаетесь. У них есть дела поважнее. Простые крестьяне имеют свой лор и свое обаяние. Их всех тревожит разное. У каждого свое отношение к жизни и мнение. Кто-то выпивоха, кто-то верит в мистику, кто-то честный, кто-то воришка, кто-то забавный, а кто-то страшный зануда. Между основными персонажами тоже чувствуется химия дружбы, любви, ненависти, прощения, замешательства. У героев очень крутой сюжетный рост. Рост Индры зависит от вас, конечно же, и его развитие вы можете выстраивать как хотите. Меня больше восхитил рост Птачика как персонажа. Он прошел путь из князя в грязи, а потом вернулся обратно, но совсем в обновленном качестве. Его обливают дерьмом, крестьяне смотрят на него сверху вниз, никто не признает его статуса как шляхтича, и его ждет обречение на позор, если он вернется обратно в Ротая. Это круто, сопереживаешь ему, и он вообще не вызывает злобы, потому что он принимает свой путь и развивается как герой. Ян Жишка тоже отличный персонаж, вызывающий множество эмоций, согласитесь. У него есть чему поучиться, и его интересно слушать. В игровом меню есть вкладка «Кодекс», где вы можете почитать информацию о персонажах, аспектах жизни и местах средневековья, как в учебнике. Реальная историческая справка. И мне очень понравился отрывок про Катерину. Она отличный пример, как сделать исторически собирательный, но вымышленный образ персонажа. Также я не могу не упомянуть крафт в игре, потому что он меня задел за живое. Я говорю о кузнечном деле и особенно о травничестве. Конечно, они сделаны на совесть и правдиво, как оно и есть. Кто не знает, помимо блога я еще и мыловар, и по сути в своей мастерской я делаю мыло точно так же. Собираю растения в поле, сушу их, измельчаю, варю, делаю дистиллят или готовый продукт. В общем, травничеством я насладилась от души. А самое главное, что все эти рецепты правдивые, и они реально работали, если бы вы их сварили. Только, пожалуйста, спасательный шнапс не надо варить. Прокачка скиллов тоже очень занимательная, и особенно мне зашло обучение чтению в первой части. С каждой книгой прям чувствуешь, как становится все легче и легче читать. Лучшей иммерсивности я не встречала нигде. Я очень сильно чувствовала происходящее в игре. Тяжесть молотка в кузнице, духоту в шлеме с закрытым забралом. Меня тошнило, когда мой Индра напивался. И меня тянуло в сон, когда он зевал. Сценарий в этой игре и правда просто невероятный. Не играя в первую KCD, я сразу уловила мотивацию Индры во второй. Пока Птачик тащит вас в бессознанке после падения со скалы, вы видите галлюцинации Индры про его родителей и Скалицу. Я буквально прочувствовала всю ту историю, что была в этой игре. Я не просто ее услышала на словах от какого-нибудь персонажа, а прям
прям прожила на себе все, что было. Эта сцена проникает в ваши чувства и передает драму и завязку первой игры намного сильнее, чем сама KCD-1. Мне было волнительно, страшно и очень уютно в этой сцене. Она очень погружает в себя. Это был театр о воспоминаниях, которые преследуют героя и никуда не деваются, а наоборот, усиливаются. Для новых игроков, которые ничего не знают об истории в первой игре, это восхитительное и художественное введение в проблему. KCD показывает, как можно делать крутые истории и быть свободным внутри сюжета. Эта игра действительно мастерски написана. На историю вашего Индра в игре влияете именно вы, а не сценарист. И ваша же история влияет на механику, на то, как легко или тяжело вы пройдете ту или иную миссию, как легко или тяжело вы будете биться на мечах, сможете ли вообще хоть раз попасть по цели из лука. Вот что вы выберете? Развиваться в бою на мечах или качать красноречие? Договоритесь ли вы на словах с бандитами на дороге? А будет ли уместен ваш навык боя в приличном обществе, где все вопросы решаются через общение? Об этом надо думать заранее. Сценарий живой, и он постоянно реагирует и дает обратную связь на ваши выборы. Например, KCD-1 я смогла пройти, так и не умея драться, а только языком чесать. И для меня все прошло интересно и успешно. Игра дала мне такой выбор. Да, я страдала в некоторых битвах, но я не захотела выкинуть компьютер в окно. Я была способна продвинуться дальше по сюжету и без боя. Правда, я со всех ног убегала от разбойников на дорогах, но также избежала кучу кровопролития в квестах. Смогла бы я в реальной жизни отбиться мечом? Вряд ли. Но допозариться бы смогла. И игра позволяет мне проходить свою историю так, как я бы это делала в реальной жизни. Таких графических новелл я еще не встречала. Сценарий полон неожиданных твистов, и подобрать правильный ответ в диалогах просто невозможно. История постоянно держит вас в саспенсе, меняясь от любого вашего выбора, и даже какой-то маленький выбор в начале игры может выстрелить в конце. Неизвестно, кто ваш друг, а кто враг, кого можно послать с самого начала, а кого нет. Как к кому относиться, неизвестно. Вашу уже заработанную репутацию перед персонажем не изменить, и это тоже придает жизни. Ни в одной игре я так не хохотала. Как хорошо, что я не застрелила половцев из лука, а решила подойти к ним и выпить. Я была в восторге от говорящей собаки и заигрываний с венгерским языком. На карте также полно отсылок к фильмам и другим играм. Вот, например, костер из Dark Souls или застрявшая в дереве повозка, как машина в Гарри Поттере. Еще мне безумно понравилась миссия в стиле Эйс Атерни в лагере Сигизмунда. Я от души насладилась расследованием и тем, как оно выстроено в такой же логике, как Феникс Райт. И так как именно в этом квесте у нас участвует Муса из Мали, инклюзивная зараза, давайте поговорим о скандалах и о том, что я вообще о них думаю. Скажу сразу, я, вот как Маджора, самый толерантный человек, которого вы когда-либо встречали. Мне все равно, кто какого цвета, кто с кем спит, кто сколько весит, у кого какая краска для волос. Мне кристально пофигу. Но на что мне не пофигу, это на мою профессию, людей, искусство и мышление. И вот меня адски раздражает, когда в произведении есть пресловутое «что-то ради чего-то». Когда герой особенный, потому что он особенный, без всякой мотивации и объяснения. Когда нам дают скандал ради скандала. Когда есть шутка ради шутки, потому что по хронометражу уже пора вставить смехуёчку. И да, когда черные ради черных и геи ради геев я тоже не люблю. Я любое что-то ради чего-то не люблю. Я сама не черная и не гей, но мне кажется, что на их месте мне бы не понравилось, что представители моего общества вставляют в фильмы ради того, чтобы просто вставить. У меня, например, косоглазие. И если бы в каждом современном фильме пихали косоглазых людей для того, чтобы выполнить норму по косоглазым людям, я бы охренела. Потому что можно моему косоглазому другу, пожалуйста, придумать мотивацию, прописать его интересного персонажа, подарить ему какую-то историю. Хочется, чтобы он был интересен как человек и герой, а не просто был там ради того, чтобы быть. Хоть в игре и полно разных иностранцев и народностей, хейтеры набросились именно на Мусу из Мали. В отзывах многие утверждают, что черный человек никак не мог оказаться в средневековой Богемии. Я далеко не историк, но сам Муса в деталях рассказывает, как он попал в Богемию. И из моих скромных знаний об истории и географии я не могу уловить в его рассказе ошибок. Я и правда чувствую, что появление Мусы в игре может быть притянуто за уши. Слишком уж он заковыристым путем попал к Сигизмунду. Но что-то мне подсказывает, что команда из 20 плюс историков не смогла бы допустить такой явный промах. У самого Даниэля Вавры изначально была цель создать исторически достоверную игру. Он настолько озадачился, что 2 года не вылезал из исторических новелл, документов и учебников. Он даже нашел книгу в 2000 страниц, где писалось обо всех маленьких деталях обычной жизни обычных людей тех лет в Богемии. Он отыскал документ со списком фамилий жителей реальной деревни Ледечко, и все горожане игрового Ледечка в KCD носят эти фамилии. Более того, эту игру используют в школах и университетах Чехии как учебное пособие
история по средневековью. Представьте уровень работы над этой игрой. Тут же хочется ответить и на хейт к первой игре. Историки оскорбились, что в игре половцы показаны как злые, глупые варвары в старых доспехах, и что исторически это было не так. Я же считаю, что исторически оно могло быть как угодно. Но я играю за Индра, богемца, чью деревню и семью разгромили эти самые половцы. И по сюжету, как персонаж Индра, я могу видеть половцев только как злых варваров без царя в голове. Для меня, как для Индра, они напали на Скалицу из ниоткуда и ни за что сожгли ее. Так что такое представление половцев абсолютно адекватно для сценария. Более того, во второй части, когда у Индры уже подутихли чувства, мы с вами ближе знакомимся с половцами и узнаем, что они тоже просто люди. Короче говоря, в игре столько исторических деталей и тонкостей, что невозможно было бы сделать большую и очевидную ошибку, за которую принимают Мусу Измали. Быть может, он действительно попал в игру в качестве инклюзивного персонажа. Но лично мне это никак не мешает, потому что его не оставляют черным ради черного. С ним связано целых 3 квеста. То, что Муса черный и мусульманин, добавляет только позитива и интереса к общению с ним. Его сильное внешнее и внутреннее отличие важно для геймплея. Первая реакция Индры на Мусу очень смешная, и мне как игроку было увлекательно увидеть разницу мировоззрений средневекового богемца и мусульманина-путешественника. Ни для кого не секрет, что образование, литература и знания о медицине в большинстве своем пошли именно из мусульманского мира. И Муса Измали всем этим делится со мной, параллельно показывая мне что-то о моем Индра. Муса — спокойный, рассудительный и интересный персонаж. И он мне нравится. Я могу понять вес его личности для сюжета. Он как минимум спасает Индра от смерти один раз. Короче говоря, оскорбляться Мусой Измали просто глупо, как по мне. Так же глупо, как агриться на романтическую сцену с Птачиком. Во-первых, вы это называете эротической гей-сценой? Она абсолютно безобидная, даже слишком безобидная. Людей оскорбило то, что в первой игре Индра был 100% натурал, а тут хоп, и все. Но в одном из твитов Вавра написал, что в первой KCD у них просто не хватило бюджета на однополые отношения. И, извините меня, можно не так откровенно со мной заигрывать? Кстати, помимо Птачика, вы здесь можете соблазнить еще одного мужчину. В этой истории вы точно не бисексуал ради того, чтобы просто быть бисексуалом. Во-первых, это просто опция. Во-вторых, чтобы переспать с Птачиком, вам нужно на протяжении почти всей игры выбирать правильные ветки диалога. И более того, найти один скрытый и неочевидный диалог с ним. В-третьих, эти два персонажа спокойно имеют право на чувства друг к другу, потому что у них есть вместе пройденный опыт, общая задача, общие шутки, у них уже выстроена дружба с первой части, и все это мы проходим вместе с ними и можем ощутить, почему любовь может случиться. У меня к вам вопрос. Вы играли в 4-ю Сибирию? Я вот начала, и меня дико смутил тот факт, что у Кейт Уокер теперь есть девушка Катюша. Никакого хейта в сторону Катюши, она милая девушка, и в игре напрямую не говорится, дружат ли они просто или дружат поглубже, однако романтика между ними чувствуется за счет мимики персонажей, мизансцен и диалогов. Так вот, я вообще не против этого. Но я провела с Кейт Уокер 20 лет своей жизни и была уверена, что она ярая свободная путешественница, которая не заинтересована в отношениях после отмены своей помолвки. И вот в 4-й Сибири меня не познакомили с Катюшей. Я к ней не привязалась как к персонажу, я ей не дорожу, и когда перед своей смертью она говорит нам: ты должна найти эту девочку с портрета, то есть дает нам мотивацию на всю игру, я, как игрок, имею кучу вопросов к этой мотивации, потому что Катюша мне никто. Я не могу поверить на слово, что она мне дорога. Другое дело, если бы мотивацию мне давал умирающий Оскар, например. С ним я прошла несколько игр и правда вырастила с ним крепкие отношения. Но в случае с Катюшей так не делается. Это идеальный пример Катюши ради Катюши. Замените Катюшу на мужчину, на старушку, на автоматона или еще на кого, неважно. Все равно это будет новый, никак не связанный с вами персонаж, и отношения с ним для вас не будут мотивированы или важны как для игрока. Есть личность, а есть симптомы этой личности. И личность Оскара в том, что он мой верный товарищ. То, что он автоматон, это уже его симптом, который особо не имеет значения. Это просто деталь, которая дополняет его характер, но не описывает его всего. У Катюши же личности нет, но есть какие-то симптомы, которые ни к чему не прикреплены. Роль Катюши не оправдана в этой истории. И бесит именно это, а не то, что она может быть в отношениях с Кейт Уокер. Нас, как игроков или зрителей, на самом деле раздражает пустота, которую нам пытаются насадить, а не отношения сами по себе или там, не знаю, стрижка Катюши. Кстати, та же стрижка перестала у меня вызывать вопросы, когда игра мне объяснила, почему на постере Кейт с синей бритой головой и каковы для этого причины. Так вот, вернемся в KCD. Там вы проходите через некоторое дерьмо и с Птачиком, и с Катериной, и с Розой, и это создает ощущение химии между вами и этими персонажами. Это не Катюша, с которой у Кейт совершенно нет химии, а их отношения строились где-то там за кадром, вдали от нас. Так что если вы хотите спать с женщиной, спите. Не хотите, не спите. Спите с кем хотите. В одном отзыве чувак написал: почему мне дают выбор быть геем, но не дают выбор быть активным борцом с содомией? Давайте так. В этой игре
много секса. Разного. Можно сходить в баню и развлечься с девушкой на один раз. Можно строить глубокие отношения с Розой или Катериной. Катерина, кстати, Индра в матери годится, окей? Вас также могут изнасиловать. Еще в игре присутствуют следы БДСМ в одной из хижин. И я, кстати, так и не узнала, например, чем таким ужасным занимается камергер Ульрих и почему женщины от него шарахаются. Правда, исходя из его болезни живота, мы можем догадаться, чем таким он питается, да. Короче, в этой игре есть абсолютно разное. И также в игре есть персонажи с разными сексуальными предпочтениями, как в жизни. И было бы просто очень странно показать разные грани секса и любви и не включить туда обычные однополые отношения. При всем при этом игра честно показывает, как к таким отношениям относилось общество в те века. Например, травника гея выселили подальше от города. БДСМ половца Индра может убить, и все будут рады. Камергера все женщины обходят стороной. Но при этом обслуживание в бане – это абсолютно приемлемая вещь. И то, что священник спит с проститутками, тоже. Нам просто показывают отношение общества к разным видам секса в те времена. Ничего больше. Сам секс от этого не поменялся на протяжении истории человечества и никогда не поменяется. В своем твиттере Вавра пишет, что персонажи в курсе, что мужеложество – это запретный грех. И закончить этот спор хочется ответом Дэна на твит Джона. Эта карикатура на человека буквально плачет и ноет на протяжении месяца из-за одного необязательного выбора в побочном задании в 100 плюс часовой игре. Вот реально, если все, что вас заботит в этой огромной и интересной игре, это муса и страдающий по вам птачек, то вопросы только к вам. Я тоже могу найти, чем оскорбиться. Допустим, мне искренне не понравились пафосные сцены в стиле Голливуда. Но вот тошнит меня от них по жизни. Это правда. Вот эти вот зависшие стойки перед боем на несколько секунд. Но это только моя проблема. Kingdom Come, как явление, намного больше этих скандалов и недовольных мнений. То, как были сделаны обе части – отдельный разговор. Вавра настолько стрессовал во время производства первой части, настолько переживал за свой проект, что ему пришлось лечь на операцию на сердце. Начать делать такую огромную игру практически без бюджета, да еще и делать ее про довольно непопулярную на большом рынке страну. Вот уж где настоящий Аудентес Фортуна Юват. Это игра о свободе и знаниях, огромном труде на пути к своей мечте. Игра задает вопрос: а как было тогда, 6 веков назад? А какие тогда были порядки? А люди? А чем они отличаются от нас? И отличаются ли вообще? Игра мне показала, что в средневековье было дико скучно. В первую игру мне было очень трудно играть. Она поначалу слишком документальная и реалистичная. Но пока я играла, я понимала, ради чего я страдаю. Мне действительно было интересно развить своего персонажа и узнать, что там по сюжету. Во второй части стало намного интереснее и насыщеннее, и я не могу назвать ни одного минуса, кроме голливудских стоек. В этой игре в сценарии игры присутствует моя любимая кольцевая композиция. Мы начинаем историю с разговора с Мартином, отцом Индра, и заканчиваем игру ей же, сидя на полянке, где можно спокойно проанализировать свой путь. В последней сцене родители оценивают его. Воровали ли вы? Жестоки ли были? По-хамски ли вы разговаривали с людьми или вежливо? Классно, что оценка стиля игры делается родителями, а не кем другим. Именно они и только они имеют право нас оценить. Мне было даже стыдно за кое-какие моменты перед ними. Вообще у меня есть чувство, что сейчас наступает период, когда творчество должно становиться живым и настоящим. Да, конечно, правила важны и нужны, и их нужно знать, но их нужно использовать ровно до того момента, пока они не встают на пути к вашей творческой реализации. Будьте свободны в своем выборе и ответственны за него. Мой посыл в чем? Расслабьтесь и просто наслаждайтесь игрой. Она вам может дать так много, что вы не представляете. В ней много истории, знаний, много мудрых мыслей, веселья, шуток, печали. Просто чувств, о которых я говорила в самом начале. Это правда что-то свеженькое среди игр сегодняшних дней. И этой игрой Вавра действительно вдохновляет меня меньше стесняться себя и больше тратить времени на развитие и познание как художника, а не стеснение. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была Маджора. Пожалуйста, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Мне будет безумно приятно. Играйте с любовью. Пока!